Всем добрый день, меня зовут Олеся. Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу приготовить вот такие вот простые, вкусные прянички на сметане. Очень часто в холодильнике, я думаю, у всех застаивается баночка со сметаной, поэтому давайте ее пустим делом. Для приготовления берем 250 грамм сметаны абсолютно любой жирности, у меня 20%. Добавляем к сметане 2 яйца, у меня не крупные. Если у вас крупные яйца, можете добавить одно яйцо, один желток, а белок пустить на глазурь. Щепотку соли, 10 грамм ванильного сахара, 1 пакетик и 180 грамм, 1 стакан обычного сахара. Просто все смешиваем, соединяем венчиком либо миксером. В принципе, особо тут миксер и не нужен. Все просто смешали, соединили. Добавляем полурастопленное сливочное масло, тепленькое. Масло используем 90 грамм. Я его предварительно растопила в микроволновке. Все перемешала, соединила и добавляем муку. Муку я предварительно просеяла. Здесь в миске у меня ровно 550 грамм. И один пакетик разрыхлителя 10 грамм. У меня один пакетик разрыхлителя рассчитан на полкилограмма муки. Слегка соединяем разрыхлитель с мукой и порциями вводим к другим компонентам. Перемешиваем и замешиваем мягкое тесто. Тесто может слегка подлипать, не переборщите с мукой. Возможно, вам потребуется еще грамм 30-40 на дозамес. Я указываю 550-580 грамм, в среднем всегда уходит. Зависит от размера яйца, от сметаны. Смотрите сами. Поэтому постепенно всыпайте муку и смотрите по консистенции теста. Я уже перешла на рабочую поверхность и подсыпала еще дополнительную муку. У меня как раз эти грамм 30 и ушли. Слегка тесто повымешивала. Долго это делать нет потребности. Прикрыла той же самой миской, в которой замешивала тесто, и оставила отдохнуть, полежать минут на 15. Вырезать буду формочкой для пряников 5,5 сантиметров. Тесто делю для удобства на 2 равные части. Посмотрите, какое тесто отдохнувшее уже расслабилось, стало более эластичным, пластичным. Подкатываю каждую часть теста в шар и раскатываю скалкой толщиной примерно чуть больше 1 сантиметра. Раскатываем, вырезаем кружочки. Форму лучше предварительно обмакнуть в муку, чтобы не подлипало тесто к форме. И нарезаю вот такие вот прянички. Выкладываю на лист, застеленный пекарской бумагой, на небольшом расстоянии друг от друга. Получается примерно 2 листа от духовки. Один полный, один чуть-чуть неполный. Выпекаем при 200 градусах примерно около 20 минут в среднем, зависит от духовки. Приготовим глазурь. Для глазури беру 1 белок, добавляю 5 грамм сахара ванильного, 120 грамм сахарной пудры и выжимаю вот так через сито немножечко лимонного сока, примерно 2 чайные ложечки. Через сито выжимаю, чтобы косточки не попадали. И просто перемешиваю все до гладкости, растираю. Можно лопаткой, можно венчиком. Взбивать как-то нет потребности. Просто перемешайте и все. И вот такая вот гладкая текучая глазурь у вас получится. Тем временем пряники у меня уже готовы. Глазурь наносим сразу же на только что вынутые из духовки пряники, горячие. Я делаю это кисточкой. Не советую делать это в миске либо в тазике, потому что пряники такие нежные, такие мягенькие. Вы просто их повредите и все. Поэтому можно слегка обмакивать в глазурь, но тогда делайте ее больше в 2 раза. А можно вот так кисточкой, как я, быстренько наносить. И тут же на горячий лист возвращаем их. Они высыхают буквально за 20 минут. Потом можно перевернуть вот так донышком кверху. И где-то через полчаса пряники у вас полностью сухие. Приготовьте, попробуйте. Рецепт очень простой. Дети обожают такую вкусную домашнюю выпечку. Это намного полезнее пряников из магазина. Вы знаете все продукты, которые использовали для их приготовления. Очень вкусно. Готовьте с удовольствием. Вкусных вам пряничков. А мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Не забудьте меня поддержать пальцем вверх. Всем пока. До скорой встречи.